Готовим заварное тесто для десертов по самому простому базовому рецепту. Для того, чтобы сделать заварное тесто, нужны доступные продукты, которые есть дома почти у каждой хозяйки. Но есть важные нюансы, которые важно знать и учитывать для того, чтобы всегда получать идеальный результат. Всеми подробностями и нюансами я с вами поделюсь в этом видео. Я сегодня показываю самый простой базовый рецепт на воде, но также можно готовить на молоке или смеси молока и воды в пропорции 1 к 1. И для начала просеем пшеничную муку через сито. Это, пожалуй, самый важный ингредиент. Для заварного теста нужна сильная мука с большим содержанием белка. У меня мука содержит 12% белка. Эта информация всегда указывается на упаковке. В основном в обычных магазинах продается мука с содержанием белка от 10 до 10,3%, но постарайтесь найти пшеничную муку, чтобы в ней было хотя бы 11-12% содержания белка, а еще лучше 13-14%. Если же вы не нашли сильную муку, то ее можно самостоятельно усилить клейковиной, которую сейчас можно заказать во многих интернет-магазинах как отдельную добавку к муке. И вот так она выглядит. Я обычно добавляю 4% от веса муки. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Разбиваем их в высокий стакан, чтобы было удобно пробивать погружным блендером. И пробиваем до однородности. У меня яйца отборной категории, я изначально взяла 5 штук. По весу это 274 грамма. Возможно, нам и не потребуется весь указанный по рецепту объем яиц. А может быть, даже немного и не хватит. Мы будем ориентироваться главным образом на консистенцию теста. Это очень важно. Выливаем жидкость в кастрюлю. Добавляем сахар, соль и сливочное масло или сливочный маргарин. Сливочное масло лучше достать из холодильника заранее и порезать на небольшие кубики. Не нужно добавлять его одним большим куском, дальше вы поймете почему. Ставим кастрюлю на плиту на средне-высокий нагрев и доводим смесь до активного кипения, периодически помешивая. К моменту закипания жидкости масло должно быть полностью растоплено. Если масло заранее не нарезать на небольшие кусочки, а добавить большим куском, да еще и холодным, то пока оно растает, часть воды выкипит и пропорции рецепта уже изменятся. И вы рискуете получить не тот результат, на который рассчитывали. Когда смесь закипела в полную силу, не просто пошли пузырьки и пар, а именно активно закипела. Снимаем кастрюлю с огня, быстро высыпаем сразу всю муку и интенсивно перемешиваем лопаткой до однородности. Должна получиться единая масса без комочков. Теперь возвращаем кастрюлю обратно на плиту на средний минимальный нагрев. И непрерывно помешивая, подсушиваем заварную часть теста. Понять, что смесь уже достаточно подсушилась, можно визуально, когда на дне кастрюли корочкой остается слой заварной смеси. Но ни в коем случае не сошкребайте эту корочку и не добавляйте обратно в тесто. Хорошо подсушенное тесто перекладываем в дижу миксера с насадкой лопатка. И на медленной скорости перемешиваем его, чтобы оно остыло примерно до 60 градусов. Пока смесь слишком горячая, яйца добавлять нельзя, так как они просто сварятся. Но слишком сильно остужать заварную основу тоже не нужно. Это вредно для будущего теста. Когда заварная смесь в результате перемешивания слегка остынет, это произойдет достаточно быстро. Вы это визуально поймете, когда перестанет идти активный пар. Сразу начинаем в несколько приемов вводить в нее яйца, продолжая перемешивать тесто на небольшой скорости. Я перемешиваю на второй скорости из 10. Вводим яйца небольшими порциями. Каждую следующую порцию добавляем только после того, как предыдущая полностью впиталась и объединилась. Тесто должно стать полностью матовым. Периодически обязательно останавливаем миксер и собираем налипшее тесто с дна и стенок чаши. После введения нескольких порций яиц начинаем проверять консистенцию теста. Поднимаем лопатку над тестом и смотрим. Вот сейчас консистенция еще очень густая. Продолжаем добавлять яйца.
Добавляем яйца до достижения нужной консистенции. Если яиц уже будет достаточно, то тесто будет очень медленно, нехотя и лениво стекать с лопатки и рваться. В результате образуя треугольник без рваных краев. Когда достигли нужной консистенции, после этого продолжаем перемешивать тесто на небольшой скорости миксера еще минут 7-10. Во время перемешивания продолжает развиваться клейковина, которая и дает необходимую эластичность заварному тесту. Кстати, соль с сахаром добавляются здесь не только для вкуса, но и для благотворного влияния на белок пшеницы. Они также помогают клейковине лучше развиваться в процессе перемешивания. И в результате у меня еще осталось 57 граммов яйца, то есть ушло всего 4 яйца отборной категории. Но бывает, что уходит и 5,5, поэтому нужно смотреть только по консистенции. Можно использовать тесто сразу или убрать в холодильник минут на 20 перед отсадкой задуманных изделий. Главное сразу убрать его в кондитерский мешок или накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Для отсадки изделий я использую насадку от Eco 866. Это 15-лучевая открытая французская звезда диаметром 15 мм. Изделия из заварного теста хорошо выпекать на перфорированных ковриках. А еще лучше, если коврик уже с разметкой. Также можно выпекать на силиконовом тефлоновом коврике или на силиконизированной бумаге для выпечки. Если у вас нет всего перечисленного, то смажьте противень маслом и выпекайте прямо на нем. И на всякий случай покажу вам, как разметить коврик, если у вас нет коврика с готовой разметкой, чтобы ваши изделия были одинаковыми. Например, для эклеров берем муку, опускаем в нее шпатель и делаем разметку вот таким образом. Лишнюю муку стряхиваем. А для круглых пирожных берем круглые кондитерские кольца нужного размера или кондитерские насадки обратной стороной и также опускаем в муку и намечаем. Соблюдайте расстояние, чтобы пирожные не были слишком близко, и лучше отсаживать в шахматном порядке. Лишнюю муку стряхиваем. В домашних бытовых духовках самым оптимальным режимом для выпечки таких изделий является режим вверх-вниз без конвекции. Например, эклеры я в своей домашней духовке обычно выпекаю так. Разогреваю духовку до 200 градусов и ставлю противень с отсаженными эклерами. Сразу же снижаю температуру до 160 градусов и выпекаю 1 час до золотисто-коричневого цвета. По готовности не достаю сразу эклера, а даю постоять в выключенной духовке еще 20 минут. Но все индивидуально, вы должны смотреть исключительно по своей духовке. Время выпечки и температура могут отличаться, необходимо подружиться со своей духовкой. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видео.